Aleja, anche rosso vi kulevon kada. Sì, anche da rosso va a volte vi kulev. Na Богу баси anche da rosso. Он тарав anche da rosso va avanti Jan Чоургет. Старое село Ангида. Здесь тоже люди жили когда-то. Посмотрите, какие строения, какие разрушения. Как строили раньше дома. И где строили, главное. Сотни лет тут жили люди. Больше 150 хозяйств, говорят, было когда-то здесь. Ассаламу алейкум. Вы не местные, да, ребят? Местные, да. Вот здесь проживали более 150 хозяйств, а сегодня здесь проживает одно хозяйство здесь. Один человек здесь живет. Всего лишь одно хозяйство? Да, да, одно хозяйство здесь. Как его зовут? Его зовут Магомед Расул. Он с женой. С семьей живет, да? Да, жена и он вдвоем живут здесь. Целое село предано забвению. Разрушенные сакли. Да. Только представьте себе, когда-то вдоль этим узким улочкам бегали дети, взрослые. Стоял детский громкий смех, плач. Да, здесь кто-то выходил. Жили люди когда-то здесь, ребят. Сарай ли был, дом ли был. Сейчас уже нам неизвестно. Вы только представьте себе, какие дома стоят разрушенные на отрогах гор. Смотрите, ребят, какая картина. В этих домах когда-то люди жили. Да. Обратите внимание на каменную кладку. Сейчас современные мастера вряд ли способны на такую кладку, ребят. Да. Захоронение, да, находится? Да, да, да. Да. Интересная кладка тоже. Полукруглая кладка. Да. Один лишь вопрос. Где люди таскали этот камень? Откуда брали камень?
строительный материал. Как его поднимали на эти возвышенности? Владимирский Гамсутль, аул Призрак. Тут как будто когда-то и в Гамсутле проживает только одна семья, одно хозяйство, получается, осталось в этом селе. И некогда уже, наверное, не будет более одного хозяйства. Да, ребята. Смотрите, на каких возвышенностях дома. Обратите на это внимание. Немного покажу вам разрушенный аул. Целый аул, где более 150 хозяйств проживало. Это просто неописуемо, не передается. Да. Это стоит видеть своими глазами. Оно того стоит. Мы преследуем цель сегодня посетить заброшенную мечеть тоже в этом же селе. Нам интересно ее посмотреть. Какого размера, каких габаритов было мечеть в этом селе. Да. Целые дома разрушенные, ребята. Целые дома. Некогда у кого-то тут был балкон, и неплохой. Вы только посмотрите. Ассаламу алейкум. Вот до сюда, видимо, набила вот Заброшенная мечеть. Это уже разрушена, наверное, уже и восстановлению не подлежит. Культурно-исторический объект и вот в таком запущении. Да, я представляю, сколько было здесь совершено молитв, сколько было джамаатов, сколько было маджлисов в этой мечети, в огромном. основной вход. Основной вход мечети. Машаллах. Вы посмотрите только на кладку. Невообразимо просто, как обрабатывали камень в старину. Сейчас это просто не поддается объяснению. Есть ли такие еще мастера? Остались ли у нас такие мастера?
способны на такую кладку. Посмотрите, как обрабатывали пороговый камень. Перемычка. Один целый камень, ребят. Вот так вот работали раньше люди. Наши деды, прадеды. Машаллах. Альхамдулиллах. На арку обратите внимание. Целым замковым камнем. Машаллах. Это просто красота неописуемая, ребят. Да. Обратил внимание. На лестницу вдоль мечети, как шла. Обрати внимание. Из целых больших камней. Во. Да. Я просто не представляю, как они здесь жили. Насколько им было трудно. Быт ихний, жизнь. Да, под мечетью был проход. Это просто как бы Сумадинский Гамсут получается. Так что не побоюсь даже этого слова использовать. Вот такие целые арки, перекрытия разрушенные, мечетовские. И вот как строили раньше. И какие были деревянные лестницы. Посмотрите, ребят. Вот так дома строили на горах. И когда кавказцы в прямом смысле говорят на горах, люди многие этого не понимают. Но это так и есть. Дома строили и жили люди на горах. Посмотрите, какая была лестница, ребят. Деревянная. Я просто в шоке. Очень интересные детали. Очень интересная работа. И посмотрите конструкцию. Пола верхнего дома. Прямо в скалу врубленные. Так, мне надо сверху с ней работу. Дроном. Куда идем? Окей, пошли,